Ты можешь годами вынашивать и так и не реализовать свой талант. Никто об этом не узнает. Снять хорошее видео и так и не выложить на канал. Написать сценарий и так его никому не отправить. Записать трек и не дать ни одной душе его послушать. Разбираться в своей профессии глубже многих, но продолжать говорить: «Я только учусь, я только пробую». Это все еще не серьезно. Вот закончу, и тогда я покажу. Человек вроде бы работает. Он тратит время, учится, делает черновики. Иногда даже получает классный результат. Но в последний момент останавливается. Потому что показать свою работу – это значит встретиться со своей реальностью. С тем, что тебя могут не заметить, могут не понять, могут отказать. Кто-то может посмотреть на результат и не увидеть в нем того таланта, той искры, которую ты сам в себе чувствуешь. Поэтому работа остается просто у тебя или в тебе. Так безопасно. Но там талант перестает расти. Есть одно такое высказывание мудреца. Пока из знаний мудреца мир пользы не извлек, мудрец отличен от глупца всего на волосок. Не сравниваем никого с глупцами, но делаем глубокий вывод из этого. И в этом видео я хочу разобрать, как ожидание, одобрение прячется за подготовкой, скромностью, желанием сделать все хорошо и наилучшим образом. Почему человек может много работать, но годами не двигаться вперед? И что делать, чтобы перестать ждать и начать выпускать свое творчество в мир? Мы часто говорим о таланте как о каком-то внутреннем качестве. Будто он уже полностью сформирован и остается только его однажды обнаружить. Но на деле талант раскрывается только через работу. Ты пишешь, показываешь, снимаешь, записываешь треки и получаешь реакцию. Смотришь, как сработало, замечаешь слабые места, возвращаешься и делаешь следующий результат лучше, точнее. Без такого опыта талант остается просто ощущением. Кажется, я бы мог. И это ощущение может быть очень приятным, тягучим и засасывающим. Пока ты ничего не показал, у тебя внутри может жить великий сценарист, возможно, художник, писатель, классный предприниматель, но он еще не ошибался, он еще не получал отказы, он еще не делал свою первую слабую работу, он еще на самом деле ничего не выпустил. А реальный автор всегда менее идеальный. У него есть неудачные тексты, у него есть тот старт, с которого он пошел дальше. Видео, которые почти никто не посмотрел. Заявки, которые никто не заметил или не ответили. Решения, которые потом пришлось пересматривать. Зато у него появляется опыт, появляется форма, появляется внутренний и собственный голос. Талант, он растет, когда сделанное тобой встречается с этим безграничным миром. Зачем нам тогда одобрение? Одобрение нам нужно, потому что оно делает наш шаг безопаснее. Когда кто-то говорит: да, у тебя получится, становится легче продолжать. Когда какой-то близкий человек тебя поддерживает, у тебя внутренне появляется мотивация и сила. Какой-то критик хвалит, зритель хорошо реагирует на твои видео. Появляется ощущение, что ты все делаешь правильно. Действительно, поддержка помогает двигаться вперед. Но проблема появляется, если одобрение становится главным условием движения вперед. Тогда каждый шаг превращается в просьбу. Скажите, что я имею право этим заниматься. Подтвердите, что у меня есть способности и таланты. Дайте мне понять, что я не выгляжу смешно. Пообещайте мне, что время не будет мной потрачено зря. Но никто не сможет тебе дать такое обещание. Даже самый сильный специалист может ошибаться. Близкие могут не увидеть в тебе великое начало. Любой, даже самый классный и насмотренный зритель может пройти мимо твоей классной и хорошей работы. История знает достаточно авторов, которых сначала не принимали. Именно в такие моменты решается, каким будет твое развитие. Когда поддержки мало, а ты все равно продолжаешь работать, несмотря ни на что. А существует еще и внутреннее разрешение.
когда ты сам себе говоришь: мне еще рано, мне еще надо немножко доучиться, сначала я доведу это до идеала, я пока не готов брать за это деньги. По отдельности эти фразы могут быть разумными, и кажется, что это действительно тебе нужно. И в этом есть зерно. Работу нужно улучшать. Обратная связь делает твою работу лучше. Но если проходит год, а ты все еще готовишься к следующему своему шагу, то подготовка уже давно стала способом сбежать от реальности. И еще один важный момент. Когда ожидание реакции или одобрения может повлиять на твой результат еще до выхода твоей работы в свет. Перед публикацией ты выбираешь самые острые, самые личные мысли из текста или произведения, более привычные темы, смягчаешь свою позицию, пытаешься заранее понравиться всем. В результате работа становится аккуратной, безопасной, кастрированной, но, возможно, технически правильной. Да, ее становится сложно критиковать, потому что в ней почти не осталось ничего, с чем можно было поспорить. Но теперь и запомнить ее тоже сложно. Автор заранее вычислил все, что могло вызвать реакцию. Здесь особенно важно разделить качество и желание понравиться. Качество требует ясности, структуры, точности, работы над формой. Желание получить одобрение требует убрать все, что может не подойти. Автор может и должен учитывать реакцию зрителя и при этом сохранять собственную позицию. Можно услышать редактора и не превращать его ощущения в приказ. Поэтому исправляй работу только если ты видишь в ней слабое место, а не потому, что ты испугался чужого недовольства. Внешне действия могут быть похожи, но одна делает работу сильнее, а в другом случае это удобно. Нам действительно нужны другие люди. Автор, который никого не слушает, повторяет свои собственные же ошибки. Особенно это видно на кино, где результат создается командой и требует огромного количества решений, не только сценарных, но и режиссерских и художественных. Поэтому вопрос не в том, получать ли обратную связь, а в том, что с ней делать. Один комментарий может показать реальную проблему, другой будет просто чужим вкусом, третий может оказаться просто шумом. И авторство проявляется в том, чтобы научиться слышать внутренний голос и самостоятельно принять решение. Я предлагаю очень простой способ. Выбери свою одну работу, которую давно держишь в черновиках. Конечно же, нам понадобится лист бумаги и ручка. Держи ее в голове и выпиши только конкретно, что тебя останавливает от публикации этой работы. Например, я боюсь, что будет мало просмотров. Боюсь, что мне откажут. Боюсь, что знакомые увидят и начнут обсуждать. Боюсь, что знакомый специалист посмотрит и скажет, что это слабый уровень. Боюсь назначить цену за услугу. Когда страх назван прямо, с ним можно работать. А вторым шагом определи, что действительно нужно исправить или сделать перед публикацией. Напиши по пунктам 1, 2 и 3. Их окажется на самом деле не так много. В-третьих, назначь точную дату. Так ты точно доведешь свой первый опыт, и у тебя появится информация для твоего следующего выхода в свет. Так ты перестаешь ждать, и твоя жизнь становится комфортнее. Возможно, сначала становится немного неловко, как это было со мной. Ты называешь себя сценаристом, но у тебя нет десятка снятых фильмов. Запускаешь канал, но тебя смотрят 50 человек. Предлагаешь работу, хотя рядом есть люди, которые гораздо опытнее. Берешь деньги за работу, а внутри еще сомневаешься, достаточно ли ты хорош. Именно так выглядит рост. В какой-то момент твое решение всегда немного опережает внешние доказательства. Потом результат начинает догонять или даже опережать. Человек, который ждет полного подтверждения, стартует только тогда, когда риска почти не осталось. Но к этому моменту часто уже потеряны годы, настрой и желание творить.
Автор встречается со своими страхами, с неуверенностью, с малым опытом, с первой работой, которой он потом перерастет. И будет, возможно, даже удивляться и говорить о ней. А главное, он перестает скрывать, чем занимается, и становится истинным собой. Талант может долго жить внутри человека, в его идеях, в его заметках, в незаконченных проектах, в разговорах о том, что однажды он обязательно это сделает. Но раскрывается он только в результате, в работе, которую закончили, показали и проверили в реальности. А дальше исправили ошибки и показали следующий результат. Одобрение, оно, конечно, приятно. Поддержка важна. А хорошая обратная связь способна ускорить рост. Но ни один человек не должен решать, имеешь ли ты право начинать. Посмотри на свои черновики и реши, что из них готово к следующему шагу. Какую работу ты можешь показать, но продолжаешь прятать за словами «еще рано». Узнай, кому ты можешь ее показать, где опубликовать, кому дать послушать и какую цену ты готов за нее назначить. Авторство начинается не с момента, когда тебя признали, оно начинается, когда ты сам принимаешь решение отвечать за результат. А я благодарю тебя за твое время. Будь глубже, будь автором своей жизни.